Всем привет! Я Саша Лоза, тренер по женской стрижке в школе Диметриус. Сегодня я буду стричь в полубоб. Неоднократно в наш адрес звучали претензии о том, что к своим фотографиям мы используем Photoshop. Сегодня я покажу, как с помощью техники Диметриус сделать идеальную форму без какого-либо фотошопа. Это моя модель Даша. Перед стрижкой ей выполнила окрашивание Вика Пластунова, тренер по колористике в школе Диметриус. Перед стрижкой я нанесу моделирующее сухое масло фирмы Коралл. Оно придаст блеск Дашиным волосам. Стрижку я начинаю с первого затылочного блока. Стрижки в технике Диметриус мы выполняем поблочно, благодаря этому мы получаем четкие линии и идеальный результат. Первый затылочный блок пройдет через бугор к уху. Вот такой пробор я выделила. Далее я буду задавать ребро и краевую линию. Ребро я задаю, вычесывая все на пробор, в плоскость. Я стою сзади. По голове не хожу. Далее я задаю краевую линию. Краевая линия у меня будет пологой аркой. Далее я приступаю к градуировке. Градуировку я выполняю, оттягивая все в плоскость, точно так же, как я задавала ребро. Мне необходимо соединить ребро и краевую линию. Вот ребро, оно сверху, и краевая линия снизу. Вот эту краевую линию я не должна ни в коем случае состричь. Если я состригу, то у меня будет дырка. Смотрите, я сделала градуировку, мы уже видим, что волосы лежат. Теперь до сушки мне необходимо убрать вихры. Мокрые волосы я не начинаю вытягивать, сначала я их продую, максимально уберу с них влагу. После того, как я убрала лишнюю влагу с волос, я приступаю к укладке. Я посушила волосы, теперь мне необходимо сделать доработку. Доработку я буду делать машинкой. Сейчас я буду приступать ко второму затылочному блоку. Очень важный момент. После того, как вы завершили работу с первым блоком, не забывайте смочить проборы, иначе это все распадется у вас. Второй затылочный блок у меня будет проходить через перпендикуляр к уху. Если пробор попал на макушку, немного спуститесь вниз. Сейчас я буду задавать длину второго блока. Сейчас я приступаю к градуировке второго блока. В тот момент, когда я задавала краевую линию, у меня образовалась точка А и Б. Точка А – это
та точка, которая отвечает за длину. Точка Б – это тот угол, который нам необходимо убрать для того, чтобы волосы идеально лежали. Угол среза я в каждой стрижке выбираю свой, в зависимости от качества волос и структуры. Посмотрите, я сделала градуировку второго блока, и несмотря на то, что я еще не сушила, волосы уже лежат. Приступаю к укладке. Мокрые волосы я не вытягиваю брашингом, не надо их травмировать. Сейчас я буду делать укладку второго блока. Часть блока в момент укладки я закалю, потому что блок достаточно широкий, и я его с первого раза не просушу. Я посушила второй блок и приступаю к доработке. Краевую линию я дорабатываю машинкой. Почему у нас получается настолько точные и идеальные формы? Потому что мы каждый блок дорабатываем как отдельную стрижку. Я не приступлю к следующему блоку, пока предыдущий блок не сделала идеальный. В сухом виде я смотрю, как волосы лежат, и только после этого приступаю к следующему блоку. Как происходит обычно? Парикмахер все волосы простригает в мокром виде, приступает к укладке и с удивлением обнаруживает, что у него что-то там не лежит. Парикмахер берет филировочные ножницы и по своим ощущениям начинает убирать, как ему кажется, лишнее. Такая стрижка никогда не будет лежать хорошо. После мытья головы клиент эту стрижку не уложит. Приступаю к височным блокам. Разбор височных блоков может осуществляться по-разному. В данном случае мы хотим оставить удлинение, поэтому я буду делать пробор под височным выступом. Я разделила височные блоки и теперь буду задавать длину. После того, как я задала краевую линию в височных блоках, я сверяю симметрию. Вы это делаете с помощью зеркала. Зеркало – это ваш инструмент. Далее я приступаю к градуировке. Мне осталось простричь теменной блок. Теменной блок буду простригать одним срезом. Все волосы буду оттягивать назад. Ориентир – градуировка второго блока. Вычесала. Узко усадила в расческу, чтобы состричь за один раз. Ориентир второго блока. За один срез я убрала лишнюю длину. За счет того, что я узко усаживала на расческу, траектория вот этих передних прядей изменилась. И вот здесь может накопиться лишняя длина. Я просматриваю, если она есть, убираю. Очень важно правильно сделать укладку. Всегда начинаем с корней, ставим корень. Далее, когда корень мы уже просушили, мы переходим на центральную часть. Сушим центральную часть. Когда центральная часть сухая, переходим на концы.
Я просушила теменной блок, мне необходимо сделать доработку. В каждом случае она индивидуальна. В данном случае мне необходимо разбить грань окрашивания. Когда я делаю пойтинг, ножницы обязательно ввожу параллельно волосам. Стрижку в технике Demetrius я буду дорабатывать стоя, так я контролирую, как стоит клиент. Сидя в кресле, он мог завалиться на один бок, и я могла допустить неточности. Для финальной укладки я буду использовать лак сверхсильной фиксации Schwarzkopf. Все инструменты и продукцию, которые я сегодня использовала в данном видео, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. Стрижка готова. Обратите внимание, какая форма, и это без фотошопа. Тебе понравилось это видео? Ставь лайк, нажимай колокольчик, подписывайся на наш канал. Будь с нами, будь с Demetrius.